входящий в состав Renault Group, румынский бренд Dacia продолжает расширять свои технологические возможности. Если еще недавно вместе с премьерой нового кроссовера Bigster компания представила установку EcoG, двухтопливную систему с поддержкой 48-вольтового мягкого гибрида, то теперь дело дошло и до самой популярной модели. На днях стало известно, что уже ближе к концу этого года Duster получит новый вариант силовой установки, тоже бивалентный двигатель. И здесь главная новость. Впервые она будет совмещена с полным приводом, разработанным непосредственно с румынским производителем. Для понимания, до настоящего времени третье поколение Duster предлагается с полным приводом только в одной конфигурации – с бензиновым 1- и 2-литровым турбомотором, механической коробкой передач и муфтой подключения задней оси. Все остальные версии сугубо переднеприводные. Теперь же в арсенале появляется совсем другая система, открывающая для модели новую страницу. Что она дает? Во-первых, гибридная технология полного привода. А во-вторых, возможность работать сразу на двух видах топлива – бензине и сжиженном газе. По словам представителей компании, в такой конфигурации Duster способен проехать до 1500 километров. А расход топлива уменьшается примерно на треть по сравнению с обычными бензиновыми версиями. Интересно и то, что Dacia не ограничивается только этим изменением. Параллельно компания готовит обновление всей линейки двигателей. Иными словами, Duster становится более универсальным и технологичным, но при этом пытается остаться в своем привычном сегменте доступных и практичных кроссоверов. Ранее Duster предлагался с классическим механическим полным приводом в мягкогибридной версии 130. У нее 1- и 2-литровая бензиновая турботройка на 130 сил и 230 ньютон-метра крутящего момента, дополненная 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач – привычная шестиступенчатая механика, а муфта отбирает часть мощности на задние колеса через проходящий под полом карданный вал. А теперь появилась новая версия гибрид G150, и здесь все немного по-другому. Карданный вал отсутствует, ведь задние колеса крутит электромотор. Передние колеса вращает та самая турботройка, но уже более мощная – 140 сил и 230 ньютон, также с 48-вольтовым стартер-генератором. Бензиновый двигатель совмещен с автоматической шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями. Задние колеса получают 31 силу и 87 ньютон-метра крутящего момента непосредственно от электродвигателя, который соединен с двухступенчатым редуктором с возможностью отключения задней оси, когда полный привод не требуется. Этот электромотор питается от небольшой 48-вольтовой буферной батареи 0,84 кВт-часа, которая сама подзаряжается при торможении и движении накатом. В итоге суммарная мощность силовой установки достигает 154 сил. Как же это работает? Двухступенчатая коробка передач подключена только к электродвигателю. Если коробка в нейтральном положении, фактически сцепление с задней осью выключено. Когда же необходим полный привод, при подключении первой передачи коробка выдает максимальный крутящий момент прямо на задние колеса, помогая на бездорожье для уверенного подъема на крутые склоны и прохождения сложных участков. При этом эта же технология работает и на второй передаче до 140 км в час. Она позволяет эффективно использовать мощность электропривода, торможение двигателем и улучшает внедорожные характеристики, когда это требуется. Разобраться в системе непросто, но если объяснить проще. У автомобиля фактически две установки, которые не связаны напрямую между собой. В повседневном режиме машина едет за счет передней оси. Но стоит понадобиться полный привод, в дело вступает электродвигатель, который через отдельную коробку подключает задние колеса. Звучит интересно, но сразу возникает вопрос: насколько реально хватит этого электродвигателя, учитывая скромный размер батареи? К примеру, благодаря электромотору Duster часто может ехать в городе в полностью электрическом режиме. Производитель обещает, что в городском цикле до 60% времени в пути автомобиль может передвигаться на электротяге. Но это еще не все.
дополнительные возможности открывает бивалентный двигатель внутреннего сгорания, который может работать как на бензине, так и на сжиженном газе. А благодаря двум 50-литровым бакам, один для бензина, другой для газа, Duster способен пройти до 1500 километров без дозаправки. Что касается расхода топлива, производитель указывает 7,2 литра на газе и 5,6 литров на 100 километров на бензине. Кроме того, с этой силовой установкой Duster предлагает целых 6 режимов движения, чтобы вы могли легко подстраиваться под любые условия. А также имеется специальный режим для спуска с холма для контролируемого электроникой движения с горы на скорости от 3 до 30 км в час. У Duster обновилась и линейка моторов для переднеприводных версий. Теперь она почти полностью повторяет старшую модель Bigster. К примеру, вместо старой гибрид 140 появилась модификация полного гибрида. Главное отличие – двигатель. Вместо прежнего 1,6-литрового на 94 силы теперь стоит 1,8-литровый на 109 сил и 50-сильный электродвигатель. Стартер-генератор и роботизированная коробка остались неизменными. Переключение передач происходит через кулачковые муфты, а электроника сглаживает рывки. В результате суммарная мощность системы выросла до 155 сил и 205 ньютон. Емкость батареи немного увеличилась – 1,4 вместо 1,2 кВт-часа, а расход топлива снизился на 8%. По заявленным данным, в смешанном цикле гибридный Duster 155 тратит 4,6 литра на 100 километров. Также модификация с мягким гибридом получила более мощную версию. Под капотом все та же 1,2-литровая турботройка, но теперь она развивает 140 сил. Остальное осталось привычным. Стартер-генератор, шестиступенчатая механика и небольшая батарея меньше 1 кВт-часа. На смену версии EcoG100 пришла EcoG120. Вместо старого 1-литрового трехцилиндрового турбомотора на 101 силу теперь установлена 1,2-литровая турботройка мощностью 120 сил. Этот двигатель умеет работать и на бензине, и на пропане, а коробка осталась шестиступенчатой механикой. Особенность версии EcoG120 – 2 бака по 50 литров каждый. Благодаря этому общий запас хода без дозаправки увеличился до 1380 километров. Duster получил не только обновленную моторную гамму, но и небольшие улучшения в салоне. Например, теперь даже в базовой комплектации водительское кресло оснащено регулировкой поясничного отдела, а для тех, кто хочет чуть больше комфорта, доступны новые варианты отделки. В остальном все осталось без изменений. Для водителя предусмотрена 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы в высших комплектациях. Аудиосистема Arcomes может быть на 4 или 6 динамиков в зависимости от комплектации. Пластик по-прежнему жесткий, экономия чувствуется, но это типично для Duster. Подогрев руля и передних сидений по-прежнему предлагается как опция, а также такие приятные штуки, как климат-контроль, навигация, беспроводное подключение смартфона. Камера заднего вида, парктроники и большинство систем помощи водителю предусмотрены только в топовой версии. Относительно практичности. Багажник предлагает объем 472 литра и 1548 литров, если сложить заднее сиденье. Также есть система U-Clip. Это удобные крепежи для сумок, смартфонов, планшетов или фонариков, которые уже встроены в салон и позволяют закрепить все под рукой. Внешне изменений почти нет, разве что новые опциональные черные диски. Размеры кроссовера не изменились, как и клиренс 209 или 217 мм в полноприводной версии. Колеса от 16 до 18 дюймов. Duster умеет буксировать прицепы без тормозной системы до 750 кг, с тормозами до 1,5 тонны, у полного гибрида 750 кг.
Обновленный Duster с новыми силовыми агрегатами планируют вывести на рынок Западной Европы уже к концу этого года. Цены пока держатся в секрете, так что остается только гадать, как свежие моторы и технические обновления отразятся на ценнике. Для ориентира сегодняшние цены на кроссовер на родном рынке в Румынии такие: Essential Eco G 118 800 евро и самая топовая Extreme Hybrid 140 26 650. С обновленными моторами и гибридными опциями Duster становится заметно интереснее, и можно ожидать, что машина сохранит свой характер, надежная, простая в эксплуатации и готовая к любым приключениям. В общем, ждем европейскую премьеру и надеемся, что новый Duster не разочарует любителей практичных и недорогих кроссоверов. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.